Привет! Ваши личные отношения на предстоящий месяц. Здесь можно будет посмотреть для всех. Для тех, кто ищет отношения себе, или для тех, у кого они уже есть, но вы хотите знать, куда все идет. Здесь будет для всех знаков зодиака. Будет точно. Это очень точное предсказание, стопроцентное. Смотрите, вот таким образом эти карты здесь есть. И я буду смотреть по стихиям. По зодиакальному кругу, да? Вначале для огненной стихии, затем для земной, для воздушной и для водной стихии. Вот все эти карты в такой последовательности будут разрабатывать будущее ваших отношений. Почему я говорю разрабатывать? Потому что карты не просто гадают, они магически настраивают вас на любовь и успех. Вот поэтому в моих руках карты – это очень важная целительная магия. Если что-то пошло не так, все выровняется. И на картах будет видна дорожка, потому что карты впитываются в вас, да, впитываются и начинают работать с вами. А если кто-то не может себе найти отношения, здесь тоже будет показано, как все это сделать и как все будет идти, чтобы найти себе отношения. Ну что ж, я отодвигаю то, что будет потом, и начинаю с первого предсказания. Он будет для тех, кто себя относит к огненной стихии. То есть это львы, овны и стрельцы. Но я должна сказать, что смотрите по солнцу, да, все стихии, а затем другие стихии будут дополнять расклад. Другими словами, у вас есть все знаки, у вас есть все стихии в гороскопе, иначе человек не может жить без хоть какого-то знака или стихии. Главный знак ведет вас, это как солнечный у кого, а кто знает асцендент, по асценденту вас ведет знак. А остальные все знаки дополняют, помогают, чтобы вы были счастливы. По этой причине нужно, конечно, смотреть все предсказание. Итак, что же будет в личной жизни? Здесь я буду давать варианты, пока буду раскладывать. И касательно огненных знаков, но варианты относительно того, кто в паре, кто нет, будут в раскладе. Итак, первая карта говорит о тех, кто в ссоре. У вас была какая-то ссора, дорогие мои, да? И сейчас мы посмотрим, как же сделать так, чтобы эта ссора закончилась. Я сделаю экран немножко вот таким образом, чтобы вы могли лучше видеть карты. И будем смотреть, как же это все выровнять теперь. Какая-то была ссора. И знаете, вы на него очень обиделись. Обиделись на мужчину. Вышла его карта. Вы обиделись очень сильно на мужчину. Что-то он сделал не так. Где-то он с вами поссорился. И я вижу, что вы в отчаянии, поэтому он вас обидел. Он вас оскорбил и обидел. От того, что он не был тогда в том месте, где вы его ждали. То есть он не выполнил свое обещание. Эта карта называется absence. То есть отсутствие, да. Он что-то не выполнил, какое-то обещание. Он отсутствовал там, где должен был присутствовать. Не поддержал вас, не дал свое плечо, а предал вас. Это видно в этом раскладе. Можно ли будет с этим что-то сделать? Ну, конечно, это карта письмо. Очень скоро все выровняется, все выправится. Обязательно все выправится у вас. Вы знаете, он начнет выполнять свои обещания. Это карта военного человека. Вас ожидает то, что он начнет выполнять свое обещание. Это наверняка. Вышла очень хорошая карта. Он сделает то, что обещал, и он исправит свою ошибку. По карте военного человека он исправит свою ошибку. Вот смотрите, я продолжаю расклад, и здесь вышла карта какой-то грубости, да, какого-то недопонимания, какой-то обиды. Касательно, может быть, денег. Вы поссорились из-за денег, из-за нехватки денег, или, может, деньги кто-то потратил не в ту сторону, другими словами, да. И вот кто-то чувствует себя из вас, в вашей паре, как будто он trapped, то есть его словили, он связан по рукам и ногам. Кто-то из вашей пары себя так чувствует. И здесь, наконец-то, вышла карта мужчины. В этой колоде, кстати, 2 сигнификатора мужчины. Еще появится какой-то мужчина, который поможет. Если было связано с потерями денег, может, его босс ему даст какой-то новый заработок или же какой-то партнер по бизнесу. Но еще один человек позволит вам исправить это материальное положение, и отношения между вами станут намного лучше. Вы получите какие-то очень важные бумаги, подпишите. И эти бумаги решат вашу проблему.
дадут вам надежду. Это карта невеста. А теперь, да, бумаги вы подпишите, которые дадут вам надежду. Но сейчас немножко по-другому буду читать. И начну читать для тех, кто смотрит для себя вариант нахождения новых отношений. Потому что карта невеста здесь говорит, что у многих девушек и женщин в любом совершенно возрасте может появиться мужчина. Сразу мужчина сверху стоит. Ну, здорово. Вы, кстати, думаете о том, а не встретиться ли мне с кем-то? Может быть, было бы интересно с кем-то познакомиться. Интересно, познакомлюсь я с кем-нибудь? Абсолютно вы познакомитесь, абсолютно. Кто-то сделает вам очень большие комплименты. Кому-то вы очень нравитесь. Кстати, вот для некоторых, кто смотрит, уже сейчас есть тот человек в вашем окружении, кому вы очень и очень нравитесь. Да, есть такой человек. И этот человек сможет абсолютно к вам приблизиться. А я хочу сказать, я уже, кстати, говорила и не раз на моих раскладах, что, извините, я поправляю, пока говорю, да, чтобы добавить карты. Понимаете, как работает эзотерика? 3 принципа. Это правильные мысли, и это то, что вы видите в картах. Правильные слова, это то, что я говорю, очень важно, чтобы предсказатель сказал правильные слова. И 3 ваши действия. И здесь вы невеста, то есть все женщины, которые смотрят, смогут себе найти партнера. Абсолютно смогут себе найти партнера. И вы перестанете плакать, вот, да? Вы перестанете ощущать себя одинокой. Это, знаете, карта как называется? Детский подход к жизни. Инфантилизм, да, так называется, да? Это когда мы думаем, что вот, знаете, судьба нас самих найдет. Нужно искать судьбу, и вы ее обязательно найдете, понимаете? Вам туда даст подарок, это карта подарка, подарок встреч. Очень хорошая карта выходит. Для тех девочек и женщин, кто ищет себе пару, у вас будет подарка встреч. Это подарок, и у вас будет встреча с мужчиной. Замечательная встреча с мужчиной. Вы больше не будете ждать этого, это произойдет. Вот эта карта delay, это значит ожидание, что откладывается что-то. Больше не будет это откладываться. Теперь я особенно смотрю для зрелых девочек и мальчиков. Вам предстоит встретить друг друга. Зрелые девочки и мальчики, не думайте, что у вас какой-то возраст не такой. Смотрите, зрелый человек, мужчина и женщина, особенно это касается тоже зрелых людей, будет успех в любви. Tenderness – это нежность. У вас будет успех в любви и нежное отношение с друг другом. Сейчас вот мне пошел поток для тех, кто все-таки поссорился, да? У вас будет нежное отношение к друг другу, надежда и нежность. Вам вышли такие карты, и уйдет злость с его стороны обязательно. И ваше сердце, вот оно, наверное, хочет попробовать опять, да, чтобы продолжать отношения. Уйдет вот это ощущение недовольства жизнью, да. Я здесь вижу много материальных вещей, связанных с деньгами. Уйдет это ощущение, потому что в вашей паре появятся просто деньги, и все будет замечательно. Вот такой был расклад на отношения на предстоящий месяц для уважаемых знаков, кто относит к себя к сфере огня. Но хочу сказать, что все сферы представлены в вашем гороскопе. Если бы хоть одной сферы не было, ну, было бы все, понимаете, невозможно. По этой причине, пожалуйста, продолжайте смотреть. В других раскладах будут другие важные подсказки для вас. Следующий расклад. Здесь мы рассмотрим для земных знаков, для уважаемых земных. Ваша личная жизнь. Что ожидать? Смотрите, вы сейчас просто в огне в каком-то. На углях каких-то раскаленных все идет. Все идет на каких-то раскаленных углях. С чем это все связано? Давайте спросим, да? Чуть-чуть выровняю так экран, чтобы можно было все карты видеть. Вы извините уж за этот трам-тарарам, но иногда нужно это сделать, карта сама вышла. Поскольку все карты разных размеров, и важно, чтобы вы увидели их четко, потому что карты, они что делают? Они убирают негатив, которые карты плохие, они убирают негатив, исцеляют как лекарство. А хорошие карты привлекают удачу и как обереги, иконы. Так что вот таким образом нужно видеть все. Между вами сейчас просто пламя какое-то, да, какое-то пламя. Меньше встреч теперь стало, связано с тем, что есть какой-то на паре негатив. Может быть, он
очень грустит, мужчина может быть в депрессии ваш, мужчина может себя плохо чувствовать и не знать, что с ним такое, и бояться пойти к врачу. Есть такие здесь обстоятельства. Вышла очень хорошая карта, которая предвещает вам встречу. Это карта свиданий. Теперь мы скажем о том мужчине, который у вас на пороге. Многие девочки и женщины любого возраста. Смотрите, это карта встреч. У вас будет встреча с новым мужчиной. Может он вдовец, у которого были тяжелые отношения, который просто вышел из тяжелых отношений, сейчас ищет себе новую женщину, с которой он будет счастлив. Это будете вы. Постоянство. Теперь будет мужчина, с которым у вас будет абсолютно постоянные отношения, дорогие. Кто имел временные отношения, нестабильные, девочки. Вот эта карта постоянства говорит о том, что теперь все переменится, и отношения ваши перейдут на новый стабильный уровень. Опять же хочу, карты сами прыгают сегодня, опять же хочу вам напомнить, что если кто-то смотрит, например, мы давно с ним не вместе, у него уже 3 года другая женщина. Зачем вы смотрите на него? Зачем вы продлеваете вот это смакование своих проблем? Это не ко мне, дорогие, это к тем, кто смакует ваши проблемы. Я не знаю, кто это делает, я ни на кого абсолютно я не знаю. Но во всяком случае не ко мне. Когда мне пишут, что а где же негативные карты? Ну а зачем вам это? Оставьте негатив в прошлом. И зачем вы смотрите на мужчину, с которым уже полный тупик? Просто смотрите, мой расклад, он целебный для вас, он показывает дорогу на выправление отношений. Если там есть еще надежда, я вам всегда это скажу, и будет так, все выправится и будет хорошо. А если вообще тупик, мои карты всегда покажут нового человека. И я наверняка знаю, что 5-7%, вот мне сейчас высшая сила так вот открывают, 5-7% людей, которые смотрят, они были в тупике и смотрят на своего вот этого негативного подлеца. Зачем вы на него смотрите, девочки? Идет постоянный мужчина по судьбе, а вы вот в этом состоянии находитесь. Идет постоянный мужчина по судьбе, которому покажите себя во всей красе. Не грустите больше, не делайте такой вид, как будто все люди нехорошие. Так не бывает. Очень много людей, которые вам подойдут, хорошие, и у вас будет еще счастье. Мой расклад предвещает вам счастье, да, девочки? Я обычно как бы на вот такие комментарии не обращаю внимания, их очень мало, но здесь вот такой, мол, пришел канал. Смотрите, карты гадают, видите, это карта любви, аморе, любовь. Так что у вас, девочки, кто себе ищет пару сейчас, у вас обязательно будет новый человек, новый мужчина, с которым вы будете счастливы. Не потеряйте время зря. Высшие силы вам его уже дают. И если вы смотрели первый расклад, я не буду повторяться, это правильно, но повторюсь быстро, потому что, может, есть такие, что не смотрели, хотя, еще раз повторю, мои расклады нужно смотреть все, чтобы они сбылись. Вот так вот просто работает здесь все, да, потому что мои расклады целебные, это магия, это не просто расклады, по этой причине. Итак, повторюсь быстро, это правильные мысли, дает Вселенная правильные мысли мне сюда, на это поле предсказания. Правильные слова – это те слова, которые говорит предсказатель. Предсказатель говорит правильные слова. И с вашей стороны правильные действия. Понимаете? И вот поэтому вы здесь видите, что нужно делать. Судьба ваша любовь уже вот идет к вам, у вас будет свидание, и вам нужно выйти на это свидание, чтобы найти этого человека. Теперь с вашей стороны требуется правильное действие. Этот мужчина уже замучился вас искать. Вы никак не появляетесь, себя не показываете. Почему вы себя не показываете? Может, вы заняты, может, у вас дети. Вы хотите себе подобрать правильного отца своим детям. Может быть, так. Ну, давайте на этот вопрос спросим, нужно ли вам это. Но у вас все равно будет стабильный дом, все равно мужчина найдется, который будет прилично, достойно относиться к вашим детям. Не нужно этого бояться. Дети не главное в новых отношениях, главное вы и ваш партнер. Если дети видят, даже если это не их отец, что мужчина вас любит, это все, что нужно детям, понимаете? Кто-то из вас в треугольнике, дорогие мои, вот эта карта вышла. Что для вас? Какой совет будет для вас? Смотрите, ну, вам не нужно с ним расставаться. Дело в том, что если вы в треугольнике, у вас такая судьба. Он мужчина, который может и вас любить, и как-то относиться к другой женщине. Может быть, у него обязательства перед ней есть. Но, во всяком случае, у вас есть в этом счастье и радость, понимаете? Не рассчитывайте это как треугольник, не смотрите на это как негатив. А смотрите, это вот, значит, такая судьба, и в этом тоже есть что-то хорошее обязательно, да? Пока у вас так.
И в этом ничего плохого нет, человек вас любит в любом случае. Это карта послания. Многие, кто сейчас слушает, получат послание от мужчины. Если вы ждете от него письма, он хорошо подумает, все взвесит. Скажет: эта женщина мне по судьбе, я ее обожаю, я ей напишу письмо. И напишет вам письмо. И эта карта ребенка даже, да, и эта карта тоже не только ребенка, но небольшого недомогания. Кстати, вот в Сибила небольшое недомогание показывает секс, показывает секс. Но поскольку мне пошел канал ребенка, скажу, для некоторых это новый мужчина. Это свадьба, это карта помощника, во-первых. Кто-то вам поможет в ваших отношениях. Его мама, наконец, будет на вашей стороне. Или что-то другое такое произойдет хорошее. Но здесь очень хорошо. Кто-то поможет вашим отношениям. Кто-то из вас плачет сейчас. Будет ли вам утешение? Конечно. Вы плачете и думаете: ну он такой вот подлец, да? Это карта вообще утешения, стабильных отношений. Она гармонирует с Ленорман Якорь. Так что у вас с ним будет примирение и будут стабильные, верные отношения. Дорогие, вы должны были услышать какие-то фразы для себя, которые помогут вам жить счастливее. Понимаете? И выправят вашу судьбу, потому что мои карты, они именно выправляют судьбу. Теперь я собираю расклад для уважаемых земных знаков. И я, конечно же, советую вам продолжать смотреть, потому что другие расклады покажут обстоятельства тонкие, какие-то еще детали относительно вас, поскольку все знаки, все стихии есть в вашем поле. Сейчас сделаю расклад, а потом мы будем его с вами разговаривать о нем. Смотрите, здесь встречу я вижу, встречу с заморским принцем. Ну, это я так громко сказала, но имеется в виду, может, иностранец, да? Может, он будет постарше человек, 2 карты вышло, очень дружелюбный и услужливый. Давайте сделаю поменьше экран. Как это мне сделать? Минутку. Вот так, да? Какой-то услужливый, очень дружелюбный человек придет в вашу жизнь, денежные, с деньгами. Девочки, это особенно для тех, кто себе ищет новую пару, и у вас нет никого. В любом возрасте, а даже в зрелом тоже еще и со знаком плюс. Особенно для зрелых женщин. Вообще не бойтесь своих морщинок, это ваша прелесть в этом. Это ваша прелесть. Мужчины не боятся морщинок, они боятся женщин там, сварливых всяких, да? Вы же к такой не относитесь. Не бойтесь своих морщинок. Это все хорошо для отношений. Так что это особенно вот этот первый ряд для людей, которые ищут себе пару. У вас может быть встреча из другого города, из другой страны с человеком, очень дружелюбным, на своих ногах, с деньгами. Показывайте ему себя во всей красе, встречайте его, стремитесь к нему, ищите его по интернету, ищите его в поездках, да? Ищите, потому что он уже есть, показывайте себя все больше и больше. Это та же ситуация, как вы ходите в магазин покупать новые туфли или новое платье. Вы же не берете первое попавшееся, правда? Может цвет не подойти или размер не подойти. Особенно туфли, там вообще главное, чтобы туфли не жали, да? Поэтому вы ищете еще, заходите в другие магазины и не ругаете продавца, если он вам сказал, не первые попавшиеся туфли вам подойдут. Правда же? Точно и так на моих раскладах. Это не то, что первый мужчина, вот он вам подошел. Как-то был у меня такой случай, написал кто-то в комментариях: вы мне предвещали встречу, я встретилась, но он отказался не тем, кем нужно. Дорогие, но это же не первые туфли подойдут. Понимаете, я сказала, что обязательно будет встреча, и так получилось. А раз первая встреча случилась, будет и следующая обязательно. Вы поняли меня, да? Мои расклады ведут вас, ведут к встречам, а там вы уже эти туфли примеряете, а там вы уже смотрите, что вам больше подходит. Итак, это карта веселья. У многих, кто поссорился, будет примирение и веселье. Большие деньги, да, большие деньги и веселье. То есть большие деньги на отношения всегда выходят для тех, кто ищет примирение. Здесь примирение, вы договоритесь. Кто-то из-за денег, может, поссорился, у вас будет мир, и вы найдете друг другу дорогу. Кто-то поссорился из-за того, что вас поссорили вот по этой карте. Слушайте, дорогие, здесь варианты даю, да? Варианты в процессе расклада. Это самые сильные варианты. Ну что, выбери номер, но это вообще не серьезно. Я же в потоке читаю, да? Смотрите, если кто-то вас поссорил, какую-то информацию о вас ложную распространил, да, какие-то слухи до него нехорошие дошли, и кто-то очень злой человек, который пожелал вам зла. А вам нужно знать, что это на вас никак не может отразиться.
вы помиритесь обязательно. Этот человек не может повлиять. Он, понимаете, обратка к нему придет. У меня, кстати, есть ритуал на обратку, можно посмотреть. Бесплатно на канале «Чистки и защиты», абсолютно бесплатно. Ну что такое обратка? Ведь это же не то, что мы желаем кому-то негатива. Нет. Чужой негатив человек не может переварить. Это как будто бы, ну, например, ну что-то животное есть другое, да, а одно съело, и он не может переварить. То же самое у людей. Чужой негатив мы не можем переварить. Поэтому вот то, что пришло по негативу, оно должно уйти назад. И по эзотерическому закону она уходит назад тому, кто дал негатив. И это правильно послать. Но это не мое, забери назад. 98%. И 2% идут, ангелы это берут во Вселенную, чтобы там это превратить в любовь. Это такой есть эзотерический момент. У многих людей будет интимная связь. Вы спрашиваете, придет ли он, будет ли у нас любовь, будет. Теперь опять, вот видите, у некоторых будет негатив. Вы себя находите в тупике, что-то за тупик. Вы чувствуете, что вы слишком ждете от него шага, и он этот шаг не делает. А ну-ка посмотрим. Он сделает этот шаг, потому что это карта любимого, лава, любимый человек. Он сделает этот шаг. С ним будет вначале разговор и письмо, и он сделает этот шаг. Он придет на свидание, и будет примирение. Так что пользуйтесь великолепными посланиями этого замечательного расклада. Можно сделать себе скриншот, конечно, потому что я руки убрала. Очень важно, чтобы вы поняли. Карты работают в синастрии, все вместе. Карта никогда не работает одна только, да. Второй, допустим, это возможно. Кстати, втором много карт. Не обязательно одна карта, там это целая вселенная. Если выложить все карты Таро на стол, это не будет предсказание. А вот как раз в Сибила или Норман, когда мы все карты выкладываем, как гранд-табло, в этом есть суть правдивого предсказания, правды. Итак, а теперь смотрим для уважаемых водных знаков. Но это, вот, знаете, если вас водные знаки ведут, например, у вас асцендент водный, либо же у вас по Солнцу вы водный. Но другие знаки, другие стихии у вас обязательно есть. Здесь самое главное будет, а все, что было перед этим, вам там тоже есть подсказки, так что не пропустите их. Итак, что же вам будет в любви? Где-то у кого-то какие-то иллюзии касательно любви. Сейчас я поправлю экран. Извините, пожалуйста, одну секунду. Где у нас так? Вот. Сделаем, чтобы и видно было вам хорошо, и в то же время я могла выкладывать у вас на глазах, да, чтобы вы видели, что я выкладываю. Но даже если не видно, что я выкладываю, какой мне смысл выложить что-то другое? Итак, какие-то иллюзии. Что за иллюзии у вас относительно секса? У кого-то иллюзии в сексе. Вы, может, не совпадаете сексуально, или вы уже давно, и вы поднадоел вам вот одинаковый секс, да? И вы думаете, он мне вот просто как крест его несет, его мужчину. Кто-то из вас так думает. Смотрите, какое предсказание. Все будет по-другому. Потому что вы же вместе давно. Зачем вам расставаться? Ну и что в сексе не очень получается. У меня, кстати, есть магия любви. Тоже бесплатно можно найти. Либо платно, если там уж слишком так, знаете, ну недорого. Платно имеется в виду только, что монетизации нет. У меня есть тоже сексуальная помощь людям, холодным женщинам, которые просто, ну, мужчина ее не удовлетворяет. Он какой-то вот не такой, как ей нужен. Но на самом деле это у него все в голове, да. Какая-то есть заморочка по роду. И у меня на это есть исцеление. Если вы пожелаете, ну, это не обязательно делать, я вам скажу. Потому что бесплатно на моем чистке и защиты тоже можно найти много информации. И этот даже расклад, он целебный. Вот посмотрите, после этого расклада вы больше будете его желать, потому что карта вышла Солнце. Вот такое для вас предсказание. Кто-то ищет для себя перемен в личной жизни. Кто-то из вас хотел бы выйти замуж. А ну-ка, для вас будет расклад. Смотрите, это вы. Так что очень правдиво. Кто-то, кто смотрит сейчас, хочет выйти замуж. Вы действительно хотите выйти замуж, и мы посмотрим шаги следующей карты, как это сделать. Будет новая встреча. Будет новый мужчина, за которого можно будет выйти замуж. И этот мужчина даст вам кольцо. Ну все, здесь все понятно. Я уберу руки, чтобы вы посмотрели это как на оберег. Здесь так все понятно, дорогие мои.
все дорогие девочки любого возраста, независимо от возраста, от статуса, вы обязательно познакомитесь с мужчиной, с новым мужчиной, карта ребенок, который даст вам обручальное кольцо. Расклад мой магический, он сбудется, да будет так, во веки вечные, аминь. Все, что вам нужно знать, это правильные мысли дает Вселенная здесь вам в этих картах, правильные слова, то есть интерпретатор я протрактовал, и правильные действия, а это уже от вас, потому что этот расклад – это оберег на любовь для тех, кто ищет себе пару в любом возрасте. Заметьте, все, что вы видите в себе негативно, это ваш плюсик для того, чтобы найти любовь. Что еще кому-то нужно знать? Кто-то встретит мужчину в поездке. У кого-то нужно очень сейчас срочно что-то делать. Что делать нужно срочно? Убрать гору. Что-то за гора. Какое-то препятствие идет между вами и человеком. Вы знаете, что вы чувствуете себя одинокой. Вот так пристали к этому ощущению. Я одинока, мне грустно, мне нужен кто-то. Понимаете? Первый шаг – это значит, что вам самой хорошо с собой. И тогда другие люди будут считывать с вас эту информацию. Этой женщине хорошо с собой, а значит, я хочу с ней быть. Карты гадают. Смотрите, вышла карта дерева. По судьбе мужчина придет. Кто-то вообще избавится от одиночества, уже ряд сформировался. И если вы, например, ждете от него звонка, да, он позвонит и будет вообще вашей родной душой. Придет к вам назад. Кто-то поссорился. Вот здесь эта карта гроб, она говорит, что у кого-то просто депрессия от того, что давно была ссора и нет примирения. А кто-то поссорился, у кого была соперница. Что будет в этом случае? Карта книга хорошая. Так должно было случиться. Потому что этот человек, он что-то у него какая-то надломленность в уме. Он вот эта измена, если она была, да, что-то у него вот в его родовой истории такое медвежье есть. Что-то такое есть в нем. В общем, он сделал ошибку, да, я вижу поэтому. Но карта звезды заканчивает все. Значит, есть возможность примириться, и есть возможность больше не изменять и не ссориться. Есть возможность счастья дальше. Попробуйте. 95% у людей есть возможность. 5% это люди абсолютно в тупике. И у этих есть возможность встретить новых. Не зря карта звезды вышла рядом с тем раскладом для одиноких, что я показывала раньше. Да? То есть, ну как для одиноких, для тех дорогих слушателей, кто ищет себе пару. Теперь я немножко его вам еще подытожу, этот расклад. Итак, уважаемые водные знаки, это для вас, если вы себя водным видите в основной своей структуре, да, но вот в таком случае. Если у вас какие-то были иллюзии относительно него, они будут выправляться. Если вы поругались, и между вами вот было очень большое препятствие из-за женщины, и я вижу, что у многих должно все выправиться. Если вы считаете, что ваши отношения кармические, он вам изменяет полностью, да, ни на что больше не надеетесь. Я вижу у многих, совершенно почти у всех, есть то, что будет лучше с ним, и он будет себя лучше вести по отношению к вам, все выправится. У тех, у которых вообще тупик, их немного, тех, кто слушает. Вы должны знать, что если полный тупик, зачем вы спрашиваете об этом мужчине? У вас будет новый мужчина, понимаете? И то, что будет, я уже очень подробно рассказала вам в процессе расклада, так что можно перекрутить назад и все это послушать. Можно сделать скриншот, конечно, из этого расклада, поэтому я минутку подожду. Хорошо. Можно сделать скриншот, пожалуйста. А сейчас я буду ритуально собирать карты. Во время ритуального сбора карт желательно присутствовать, потому что расклад сбывается только тогда, когда он закончен. И еще расклад сбывается только тогда, когда он оплачен, вы это знаете. В моем случае я не принимаю лично. Все мои общие прогнозы, они рассматриваются, как будто вы ко мне прилетели на консультацию. По этой причине я имею монетизацию моих видео. Монетизация оплачивает ваш просмотр. И таким образом карма у вас чистая. Но я тоже очень забочусь о своей карме. Конечно, предсказатель должен об этом обязательно заботиться. По этой причине могу сказать, что монетизацию я делаю для себя. Не для того, чтобы денег, потому что деньги очень маленькие идут от нее, но чтобы себя предохранить, да? Потому что гадать бесплатно, вы знаете, нельзя. И в этом случае ваше гадание было оплачено не вами, а рекламодателями.
Вам же желательно рекламу не пропускать. Если вы рекламу пропустили, это гадание просто никак не может сбыться, никак. Либо же это очень вредно для вашей кармы. А сейчас я собираю расклады и хочу сказать, что поскольку я не принимаю лично, у меня нет поддержки от моих клиентов. Да? Те, кто принимают лично, конечно, идет поддержка от клиентов. Наверное, но я не знаю, я за других не говорю, я говорю только за себя. Поэтому, если есть желание у кого-то поддержать мою работу, послать донат, это можно сделать. Это можно сделать у меня на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео, просто нужно нажать. Если вы решите сделать донат небольшой, по вашему усмотрению, там можно сразу, вот написано донат, и сразу справа видео. Просто кликнуть на него и посмотреть эксклюзивный просмотр. Я это делаю в благодарность вам за донат. Таким образом, я говорю спасибо, потому что письменно спасибо я просто не в состоянии всем сказать. Для этого я делаю подарок, чтобы вы тоже чувствовали себя хорошо. Я очень всех люблю, и, конечно же, не у всех есть возможность послать донат. Я это понимаю и никого ничего не прошу. Всем желаю счастья, и будем с вами видеться на моих следующих видео. Пока!